Всем привет, народ! Хочу сегодня протестировать то покрытие, которое я делал с помощью воронения в Кока-Коле. Это нож Пинель 9 карбоновый, то есть из углеродки. Есть у меня уже видео, как я воронил его в Кока-Коле. Вот, в принципе, результат меня порадовал. Вот, теперь хочу протестировать это покрытие, как оно будет держаться, как оно будет стираться. Но я думаю, по продуктам нет смысла его использовать. То есть тестировать там ничего не будет этому покрытию. Сразу нужно перейти к чему-то более абразивному, построгать деревяшки. Вот. Но перед этим я хочу проверить, как будет это покрытие защищать от ржавчины. Вот. Для этого порежем лимончик, оставим нож в лимоне на несколько минут. Вот. И посмотрим, будет ли какая-то ржавчина. Вот. Ну и перед просмотром видео я, как всегда, попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк, написать комментарий и поделиться этим видео в социальных сетях с друзьями. Все это очень сильно поможет развитию канала, ведь вам не сложно, а мне приятно. Так, давайте порежем лимончик. Я думаю, воткнем ножик прямо в лимон, и пусть он так минутки 3 постоит. Я думаю, за это время уже, если что-то появится, то мы это уже увидим. Вот. Нет смысла держать дольше. Кстати, ножик я не затачивал после воронения. Вот. Ну, естественно, где будет заточка, там покрытие снимется, там будет режущая кромка блестеть, и на этом месте он будет ржаветь. Вот. Поэтому я не стал затачивать перед резкой лимона, чтобы посмотреть, как покрытие защищает металл полностью. Вот. Но после этого я его подточу и буду уже строгать деревяшки. Так, ну вот, значит, прошло 3 минутки примерно. Давайте доставать ножик, смотреть, что там произошло за это время. Так, ну на ноже, так на первый взгляд, ничего не видно. Никаких изменений не произошло. Так, давайте отрежем этот кусочек, посмотрим, может быть на лимоне что-то есть. Лимон тоже чистый, абсолютно никаких следов ржавчины, вообще никакого налета не видно. Вот, ножик весь в соке лимона. Самая такая среда агрессивная для ржавчины. Давайте протрем салфеточкой, точнее ватным диском. Так, диск тоже абсолютно чистый остается. Никаких следов нету. Ну, делаем вывод, что от ржавчины покрытие защищает очень даже неплохо. Вот, как оно будет держаться при стружке деревяшек. Ну, по продуктам, я думаю, этот ножик очень хорошо будет работать. Кстати, не удивляйтесь, в следующей части видео этот ножик будет уже с черной рукояткой. Видео, как я ее зачернил, будет скоро тоже на канале. Это, значит, тот самый пинель, который я чернил в Кока-Коле, потом обжигал рукоятку из горелки. Ну, если этого видео еще не было, то оно будет. Я не знаю, какой из них выйдет раньше. Видео о том, как я чернил клинок и обжигал рукоятку, если уже про рукоятку вышло, будет в описании под видео. Ну, в общем-то, я уже показывал в том видео, где чернил, что режущая кромка сжирается. То есть бумагу, как видим, ну, совсем не режет. Травление в Кока-Коле, в лимонке или еще где съедает режущую кромку. Вот, я ее пока не затачивал. Сейчас, значит, немножечко подведу режущую кромку, чтобы нож, ну, начал хоть резать как-то. И хочу протестировать покрытие. Насколько оно стойкое, как оно будет стираться. Значит, приготовил веревочку, порежем, посмотрим. Далее всякие деревяшечки построгаем. Вот, ну, я думаю, нет смысла резать там картошку, огурцы, помидоры. По продуктам покрытия, я думаю, будет стойкий. Вот. Просто хочу сразу его немножечко нагрузить, посмотреть вообще, на что это покрытие способно, на чем стоит работать ножом с таким покрытием, на чем не стоит. Ну, по продуктам я уверен, что покрытие очень долго прослужит. Вот. Значит, подводить буду вот такой штукой. Это, ну, в общем, это хон такой автомобильный для расточки там клапанов, что ли. Вот. Приспособил себе как походный такой вариантик. Он алмазный, металлический. Ничего с ним, его не поломаешь, не разобьешь, кидаю в рюкзак или куда-нибудь еще. И иногда беру с собой куда-то. Сейчас буквально немного подведу режущую кромку, чтобы она начала
резать будем, смотреть по бумаге. Так, ну что ж, режущую кромку я немного подвел. Бумагу теперь ножик режет замечательно. Вот. Ну что ж, давайте тестировать. Сначала порежем канатик, посмотрим, что произойдет. Вот эта царапка, если ее видно, я сделал ее, пока подводил режущую кромку. Вот, поэтому на нее внимания не обращаем. Покрытие пока что абсолютно не пострадало. Канатик все-таки вещь абразивная достаточно. Вот, но покрытие пока что выдержало. Ну, давайте попробуем такую небольшую свеженькую палочку. Это орешник, ну, лещина обычная. Немного порезал палец, поэтому так держу. Так, ну что ж, думаю, пока что этого будет достаточно. Значит, ну, как мы видим, покрытие, опять же, абсолютно не пострадало, не стерлось, не поцарапалось, если не считать вот эту мою царапку, которую я нанес. Соскочила, в общем, когда подводил режущую кромку. Вот, видим, кромка блестит, и одна вот моя царапинка, косячок такой вышел. Вот, покрытие по-прежнему... Я лично не замечаю никаких абсолютно изменений. Так, давайте вот такую палочку попробуем. Это, по-моему, кусок рябины с прошлого года. То есть палка не свежая, но мокрая. Сейчас дожди лили, очень сильно все вымокло. Палка довольно-таки мягкая, хоть она уже и валяется с прошлого года. Я думаю, тут тоже никакой не будет никакого вреда покрытию. К сожалению, она не сухая. Хотя вот здесь она довольно-таки твердая, в середине она более-менее такая сухая. Довольно-таки твердая палка в середине оказалась. Так, ну что ж, покрытие опять выдержало.
Я не знаю, плохо фокусируется, по-моему. Вот так будет нормально видно. Покрытие, опять же, выдерживает, никаких я не вижу потертостей, царапин, то есть вообще не замечаю изменений. Вот так, думаю, будет видно. Вот эта сторона больше всего терлась. Вот эта сторона больше всего терлась об деревяху. И здесь только моя царапинка от подвода. Вот это у нас елка. Тоже она уже должна быть сухая, но просто от дождя сильно измокла. Поэтому она не такая твердая, как хотелось бы. Сухого дерева найти сейчас сложно. Очень долго лили дожди. Ну что ж, покрытие. Покрытие вроде бы опять без повреждений. Хотя вот здесь вот, в этом месте что-то такое, какие-то светленькие просветы немного есть. Возможно, немного оно в этом месте подстерлось, хотя, может быть, это... Да нет, немного есть, я думаю. Или это просто какой-то налет появился. Вот, ну в целом я могу сказать, что покрытие достаточно прочное, достаточно стойкое. Если работать по продуктам и не грызть этим ножом какие-то деревяшки сухие, по свежим-то вообще она замечательно держится. Если не срогать доски какие-то, деревяхи, не рубить кости, ну такое сильно абразивное, то покрытие вполне себе годное, вполне хорошо держится. Ну а если только по продуктам этим ножом работать, как походным кухонником, то вообще будет замечательно. Вот, ну на этом, я думаю, все. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях. Это будет большая поддержка для развития моего канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Все, всем спасибо за просмотр.